привет! Вы на канале Скитальца, и мы продолжаем проходить мод Атрибут, 6-я серия. Всем приятного просмотра. В прошлой серии мы с вами все-таки добрались до этого оазиса, смогли починить генератор. И у нас тут есть выбор: либо пробраться в НИИ по заданию пророка, либо можно встретиться с Квантом, только он на какой-то другой локации, каньон. Так, и как же нам поступать? И тебе конец. Нужно что-то предпринять. Я должен сделать выбор. Черт. Ну давайте пока повыполняем задание пророка, а там посмотрим. Если что, отгрузимся и посмотрим вторую концовку. Возможно, их тут даже больше. Так, ну что, нам надо в НИИ топать. Нас здесь больше ничего не держит. Так, ну давайте сейчас отправимся поспим, а потом пойдем, полетим, вернее, в НИИ. Так, ну вот мы и поспали. Бежим теперь к Хирсе. Вон она стоит, подружаня. Полетим в НИИ. Заодно отдадим вот этот ящик, бортовой самописец. Посмотрим, что там у него внутри. Информация какая или возможно, какой-нибудь лут. Ля, как красиво. Солнышко светит. Ну что, Хирса, мне нужно в научно-исследовательский институт. Сможешь подкинуть туда? Полетели, без проблем. Вперед. Научно-исследовательский институт. Вот мы и прибыли. Если вдруг захочешь вернуться обратно в зону, то милости прошу, подходи сюда. Понял тебя. Ага. Так, пожрать захотелось. Так. Да, это у нас отдельная локация. И тут какие-то точки. Что это у нас? Секретные документы. Рассказать кому-нибудь в НИИ о планах пророка. Ага. То есть мы можем либо так, либо так. Ну и мне интересно, тут куча точек. 5 точек для того, чтобы рассказать. Интересно, в зависимости от того, к какой точке я подойду, изменится ли концовка? Ага, можно и Хирсе рассказать. Что же делать? Нет, Валентир, так не пойдет. Без помощи у нас ничего не выйдет. Валентир. Ага, ей тоже можно рассказать об этом. Валентира, ему можно рассказать. Так, что же делать? Рассказывать или нет? Так, ну ладно, давайте попробуем сначала все-таки забрать документы, а потом посмотрим, что будет, если рассказать. Вот он, НИИ. Это место, которое нуждается в постоянном контроле. Вот мы и внутри. Где же эти документы? Здравствуйте, здравствуйте. Не стоит забывать, что Здравствуйте. Так, кто может вскрыть мне контейнер? Смирнов не вскрывает. Здоров, дедуль. Ассистент. Не хочу показаться грубым, но сейчас у меня нет желания общаться, дедуль. Как это было? Я про сны этого ловца снов. Ты же вроде не засыпал вечным сном, как другие. Ха! Сам хотел бы знать, чем я зацепил эту хуйню паранормальную. Может, реально артефакт меня избрал для своих нужд? А может, я каким-то чудом был невосприимчив к его свойствам? Хотя невосприимчив звучит слишком круто. Мне этот артефакт мозги вполне себе так повыжигал. С другой стороны, он дал мне нечто большее. Я в корне изменился. Ты вот представь себе только. Молодой зеленый студентишка вдруг попадает в зону. Боится каждого шороха в кустах и воя за стенами лагеря. А теперь что? Перед тобой сидит некто, обвешанный броней с ног до головы и с пулеметом за плечом. Как думаешь, много этот некто повидал? Я б не поверил, если бы не то, что со мной было. Я поменял цветы на автомат и институт на зону. Я многих потерял. Но черт возьми, как много приобрел. А ты молодец, парень. Много дел в зоне наворотил. Скромничать не вижу смысла. Устроил в зоне дискотеку, согласен. Ассистент. Интересно, это отсылка на какие-то прошлые моды? Да-да, я слушаю. Так, документы у нас здесь. Профессор, тут проблема образовалась. Что случилось? Ваш терминал, кажется, заглючил. Я всем сообщил об этом, но они попросили вас лично проверить, что с ним.
О, Господи. Ничего без меня не могут. Хорошо, пойду проверю. Спасибо, что сообщил. Без проблем. Институт Чернобыльской зоны отчуждения. Если вы Так, теперь нам надо забрать какие-то документы. Ага, вот они. Простите меня. Я должен спасти своих. Да, простите. Ну посмотрим, чем это все закончится для нас. Так, теперь бы валить отсюда побыстрее, пока не застукали. А нам надо дождаться ночи. Ну идемте поспим. Нам же ж надо встретить человека-пророка, передать ему документы. опасно. Встретиться с сектантом. Где он у нас? Ага, за главным офисом. Так, где у нас этот человек? Ну что же, а у меня был выбор. Я мог поступить иначе. Но какой ценой? Мне пришлось пойти против института. Ради того, чтобы мой брат и друг остались живы. Наверное, придет время, и я отвечу за содеянное. Да. Получено достижение Родина прости. Вы сделали сложный выбор в пользу своего брата. Вам пришлось пойти против института. Вы твердо решили, что в таких ситуациях не до интересов Родины. Ну, что делать? Ну что, забирай. Правильно поступи, Воланд. Ты умница. Забирай своего брата. У тебя ровно 5 минут. Давай, пошевеливайся. Сука, он убил шерифа. шерифа. Мы так не договаривались. Упс. А твоего дружка пришлось грохнуть. Уж прости, но он меня бесил. Ладно, все, хватит болтать. Давай забирай своего отпрыска и вали. Сука. Ты за это ответишь. Помогаем Никите. Все будет хорошо, братишка. Давай руку. Вставай. Знаешь, твое невежество меня бесит. Я передумал прикончить их. Есть такое правило, хотя нет, даже не правило, Арман, а типа догма, понял? Там говорится, не верь никому. Никому. Получено достижение плохой финал. Да, ну стоило догадываться о том, что пророк все-таки нас не отпустит. Так, но нам такой финал не подходит, поэтому давайте попробуем рассказать о том, что пророк Знаешь, задумал. иногда обидно даже, что я связала свою жизнь с зоной. У меня такое чувство, что внутри меня кто-то, ну то есть какая-то другая девчонка, та, которая хочет простой и спокойной жизни. Видимо, верно говорят, мы ценим что-то только когда теряем. Хорошо сказано. У меня есть подтвержденная информация о том, что сектанты хотят выкрасть секретные документы в НИИ. Черт. Что я делаю? Что же будет с моим братом и другом? Я ж даже не успел почитать, Воланд. Ёб твою мать. Черт, нужно поскорее сообщить об этом. Спасибо за информацию. Ну понятно. Нет, Валентир, так не пойдет. Так, тебе я говорить не могу. Так, у нас метка сюда. Поговорить с полковником Ковальским. Ну идемте поговорим. У нас есть еще концовка. Я так понимаю, поговорить с вот этим вот. Сэр, да, сэр. Здравия желаю, Олег. Нужна огневая поддержка. Хочу выжечь дотла сектантский мусор. Я понял тебя, Олег. Без проблем. Только скажи, и я собираю бойцов для атаки. Хорошо. Может, хотел еще чего-то спросить? Ну, давайте сразу и начнем. Давай уже покончим с сектантами. Я готов. У меня был выбор. Я мог поступить иначе. Но ценой жизни своего родного брата и друга шерифа я выбрал именно этот путь. Пророк наверняка уже убил их. И я иду за тобой, конченый сектант. Я прикончу тебя быстро. Олег, мы идем за
тобой. Веди нас. Да. Достижение еще одно: верный воин. Вы сделали сложный выбор в пользу института. Вы взяли на себя всю ответственность за то, что будет с вашим братом и другом. Так, ну что, пацаны, погнали. Зря ты так поступил, Воланд. Мой информатор уже сообщил о том, что ты сделал. Ты пожалеешь об этом. Конец твоим друзьям. Понял, ублюдок? Да, сейчас будет тебе конец. Мочилова идет. Ведь мы могли стать напарниками, вот, лучшими друзьями. Сука, тварь, ты взял и все испортил. Если бы ты был немного умнее, тебе хватило бы мозгов делать все, как сказал я. Но нет, ты же у нас гордая хуйня, да? Сейчас я дам тебе хуйня. Да хрен тебе. От меня не убежишь. Ты не представляешь, что я запланировал к твоему приходу, Эрмана. Я устрою тебе настоящий ад. Ну давай. Воланд, не тупи, стреляй уже, придурок. Ты сам все испортил. Ну давай, стреляй, хер ли ты ждешь, а? Как хочешь. Вот и все. Конец этому Ценой психу. жизни своих близких я сохранил верность своей присяге. Но почему-то внутри такое чувство, что без них все стало неважно. Я что, так и остался простым солдатом, которого учили выполнять приказы. Бред. Я убил пророка, но легче мне не стало. Может, я все-таки выбрал не тот путь. Олег, у нас проблема. Это ловушка. Срочно сваливай из метро. Всем внимание, команда. Бежать к выходу. Он все заминировал, сука. Ну что ж, это очевидный конец для меня. Еще один плохой финал. Так, теперь давайте побежали, поговорим с Квантом. Что он предлагает? Потому что, как мы выяснили, эти две концовки плохие. Любопытное место. Шары из воды в воздухе левитируют. Аномальное место. Что же у нас тут за аномальное место? Ну, никаких артефактов тут не видать. Так, нам надо двигаться к переходу. Заодно как раз я хотел осмотреть вот эту вот местность. Ой-ой-ой. Так, и здесь у нас был полтергейст. А, опять лягушки. Ух ты, их сколько тут повыскакивало. Так, но здесь я ничего не вижу. Тоже никаких артефактов. Только кучка лягушек и полтергейст. Так, ладно, двигаемся к переходу. Что за... И опять жрать захотелось. Ого. Тут у нас какая-то куча трупов. Ого-го. И один лутабельный. Костя Пузырь, сталкер. Так, где-то здесь еще один труп. А, это ученый. Доцент Барон. У него с собой ПДА. Так, давайте почитаем, что у нас там.
Кто там шляется? Какое-то стремноватое место. Так, еще раз. Последнее аудиосообщение. Дернул меня черт свалить с комплекса свободы. Услышал в баре о каньоне. А слухи об этом месте-то такие разносят. Ни аномалий тебе тут, ни артефактов. Тишина. Но я и подумал, что это они так место лакомое решили огородить. А оказалось, огородить хотели от твари, что тут обитает. Лес-то и вправду достаточно тихий. Вот только те щупальцы, взгляд насквозь и размер этого кровососа меня не на шутку перепугали. Как их там? Стронглавами таких выродков называют, да? Говорят, самые старые и опасные из своего вида. А еще говорят, что их размер это единичные случаи, по пальцам хоть пересчитай. Зацепила-то она меня, сволота. Она где-то тут, рядом. Шелест из кустов и вой. А связь тут как сквозь землю ушла. Одни помехи. Спутник, что ли, накрылся? Ощущение, что в этом месте все иначе. Выброс. Кажется, выбросов тут нет. Как будто этот каньон плевать хотел на все, что происходит в зоне. Кашель переходит в рвоту. Как же надоел этот вой. Мне бы бинт и шину, ногу перетянуть и кое-как доковылять до сталкеров, до безопасного места. Но кажется, не судьба. Слышу ее шаги. Все ближе. Значит, тут где-то Стронглав обитает. Да, и мне с этим чудищем сражаться. Нихера себе вой. Куча трупов разбросана. Эта тварь где-то рядом. Нужно быть внимательней. Да я и так внимательней. Опа, а это сектант. Крест заберем. Даже сектантов грызет. И на кой хер они вообще тут делают? Еще один труп впереди. Ох, не нравится мне, куда мы идем. Ну и выбрал он место, этот квант. Еще один сектант. Так, ну ничего. Дробовичок у меня наготове, так что пусть вылазит эта тварь. Такое ощущение, что она меня пасет. Ах ты, сука. Цапанул меня, гад. Но я его тоже цапанул. Ну давай, давай. Покажись, собака. Он такой тихий. Ты, сука, еще и черный. Еще и дождь пошел. Есть. Завалили эту тварь. Ну и рожа. Так, нам до кванта еще пилить и пилить. Я надеюсь, это он был в единственном экземпляре. Знакомая локация. Так, у нас тут еще один труп. Блять, лягушки. Ты ёб твою мать, а кто это такие? Сука, стреляют. Больно стреляют. Еще эти лягушки. Как назло, их не видно, они такие мелкие. Вроде бы все. Как бы мне их перестрелять? Их там не видно в этих зарослях. Попробуем сейчас с этой точки. Все, вроде бы перестрелял их.
Но это блокпост сектантов. Даже здесь зарылись. Так, ящик с амуницией мы сейчас посмотрим. Тут вот где-то труп был. Бандит. Так, ну и все. СВДшка все же тема. Так, что же нас ждет в этом ящике? Опа. Эмочка. Винтовочные запчасти. Мне бы их забрать по-хорошему, но они слишком много весят. Да и сама эмка, я думаю, мне ни к чему. Так, а теперь на встречу с Квантом. Что тебя привело ко мне? А то ты не знаешь. Тебе нравится это место? Туман, скрипы деревьев, шелест кустов. Ощущение, что сейчас что-то напрыгнет на тебя со спины и сожрет. Разве это не мило? Ты говорил, что хочешь свергнуть пророка. Воз за собой не привел? Нет. Будем надеяться, что так и есть. Я уже сказал тебе, что пророк больной на голову. И в последние пару месяцев это стало сильно мешать, и далеко не только мне. Ты выглядишь адекватнее остальных сектантов. Вы там не все на голову повернутые? Ну, судить тебе. Насколько я, по-твоему, адекватен по шкале Ньютона? Ну ты выдал. Ха-ха. Пока что более-менее комфортная температура. Я не поболтать сюда пришел. Но мы же должны хоть немного развеяться и привыкнуть друг к другу. Разве нет? Но ты прав, вернемся к теме разговора. Пророк собирается запустить ядерные бомбы, которые, как ни удивляет, раскиданы по территории зоны, в лабораториях и подземных бункерах. Такой вариант событий уничтожит нахрен не то чтобы зону, а добрую долю нашей планеты. Соответственно, адекватными действия пророка назвать нельзя. Верно говорю? Чего, блин? На кой хрен ему это делать? Он же и себя погубит таким макаром. Действительно. А еще унесет с собой кучу жизней. Идиотизм. Ладно, допустим. Он все-таки сектант. Кто знает, какую жертву он собрался принести ради своей религиозности. Ну и ты из его компашки. Однако дохнуть под его крылом ты явно не собираешься. И мозгов у тебя в таком случае побольше. Как ты вообще умудрился попасть в эту секту? Если не считая твоих сектантских татуировок на лице, ты еще вполне адекватный собеседник. Это бизнес, детка. Наша секта не столько о религии, сколько об бабле. У нас куча торговых точек в зоне, контактов с большими шишками, да и на большой земле у нас связей хватает. Мы то оружием, то людьми торгуем, знаешь ли. Ну, тем, что от них осталось тоже. Органы – хороший товар. Но сейчас я вижу, что пророк собирается вытворить какую-то несусветную дичь, а потому его нужно остановить. Я понимаю, что при хорошем раскладе тебе бы меня грохнуть прямо здесь и сейчас, но я все-таки предлагаю тебе сотрудничество. Партнерство временное, гуд? А почему ты решил, что я буду с тобой сотрудничать? Воланд, умоляю, блин. У пророка в заложниках твой брат и, кажется, друг, верно? Ты пришел сюда, вместо того, чтобы бегать на цыпочках по просьбам пророка. Значит, ты уже готов к предложению. Разве я не прав? Мне нужны гарантии, что мой брат и друг останутся живы. Что я могу вывести их из зоны, и никто не пустит нам пулю в спину. Очевидные вещи, солдат. Поэтому в целях улучшения твоего доверия ко мне, я предлагаю тебе свой план действий. Слушай и запоминай, что ли. В нашем метро есть одна баба. Женщина-огонь, я бы сказал. Ее Цитрой кличут, и она, как и я, совсем недовольна действиями пророка, так как он ставит наше существование, мать его, под угрозу. Сейчас она типа заглавного на базе осталась. Я связался с ней перед уходом и предупредил, что в случае, если ты согласишься нам помочь, она выполнит твои требования. Соответственно, твоя задача такова. Рядом с твоим братом в клетке сидит один засранец по кличке Колобок. Этот жук – репортер. Прикинь, что этот мудень удумал. Пробрался к нам на базу и начал собирать информацию о том, кто мы и с чем мы живем. Но это по его словам.
Естественно, этого ушлепка кто-то к нам направил. Да и скорее всего это ваш НИИ. При нем кроме его долбанного диктофона и видеокамеры ничего не было. Но камера, конечно, зачетная. Пророк на нее кучу видео заснял для родственников, которые бы очень хотели выкупить своих детишек, попавших к нам в лапы. Ну и... Так, стоп. Что нужно сделать, чтобы Цитра выпустила моих людей? Ты такой зануда, Воланд. Ну да ладно. Скажи Цитре, что согласен на сделку со мной. А она попросит тебя узнать у этого Колобка, где он спрятал свой тайник с компроматом. Если его инфу уже нашли и доставили в НИИ, значит он нам больше не нужен. Но в таком случае и смысл нашей сделки будет обнулен. Ты серьезно? Вы его под пытками не смогли расколоть на инфу о его тайнике? Не сходится тут что-то? А ты сам глянь сходи, как мы ему рожу изуродовали. Ногти повырывали, евнуха из него сделали. Поорал этот чудик, поныл, что ему больно. А на вопрос о компромате я не знаю, о чем вы. А ведь этот гондон сам себя спалил именно тогда, когда пытался по рации в уголочке передать координаты. Как же нам повезло это услышать и тут же остановить его коварный план. Могу точно сказать, что человек он подготовленный и, видимо, с закалкой покруче тебя. Потому что, учитывая то, как мы над ним издевались, он строил из себя недотрогу. Но в глазах его было совсем другое. Не боится он ни хрена, и это меня заставляет даже слегка уважать этого парня. Компромат? Вы так боитесь, что он разузнал много лишнего? Сфальсифицировать и скинуть все на пророка, так хотите поступить? А потом тихо залечь на дно и продолжать свои паршивые делишки? Твоя мысль — говно. Но отчасти так и есть. Слушай, наш разговор уже порядком затянулся. Ты находишь компромат, мы освобождаем твоих друзей и гарантируем тебе и им долгую и жизнь. Подвоха нет, не смотри так на меня. Ты выполняешь часть своей сделки, мы своей. Потом, надеюсь, хотя бы на время расходимся красиво, окей? А уж когда ты решишь, что пора бы нас снова наведать, мы уже как сквозь землю провалимся. И хочешь ищи нас, а хочешь забей и уходи на пенсию. Радуйся жизни и не переживай о том, что какие-то гребаные сектанты воротят в зоне. Бьем по рукам или как? По рукам. Если все как ты говоришь, однако для надежности твоих слов, я бы хотел, чтобы ты пошел со мной. С ума сошел? Пророк уже давно на меня зуб точит. А тут я вон свалил с базы и тебе такие вещи рассказываю о нас. Как думаешь, долго мне жить останется, если я с тобой пойду? А если я туда, значит, приду, вопросов не будет, да? Да даже если ваша Цитра сейчас там за главного, его подручные явно подозрительно будут смотреть на то, что я там забыл. А ты не мешкай и делай все тихо. Какое-то же время пророк тебя дал. Позволю предположить, что ты должен выкрасть для него документы в НИИ, да? Он как-то трещал на эту тему с нами. Хочет запустить какую-то аномальную херобору, чтобы через нее запустить бомбочки. К тому же, я думаю, тебе бы не хотелось, чтобы ты, твой брат, твой друг, да все, блин, стали пеплом на планете, верно? Слушай, наш диалог уже реально затянулся. Давай решай, ты в деле или нет? Хорошо, я рискну ради своих. Вот и отлично. Сейчас топаешь к нам на базу и говоришь Цитре, что ты от меня. Дальше уже она тебя скоординирует по факту вопроса. Давай, Воланд. И мир спасешь, и нас, и вас, и за любовь, и за Техас. Ага. Поговорить с Цитрой. Давай. Удачи. Так, и это мне выбираться опять через весь этот каньон. Нихера у тебя пулемет, дядька. Так, ладно, бежим к Цитре. Вариант Кванта мне нравится больше всего. Тихо заходим, выводим пленников, и дело сделано. Да, если все пройдет гладко. А пророк этот действительно настолько конченый, что хочет планету взорвать. Зря сюда полез, сталкер. Теперь ты труп. Опа. Сбежать или сражаться с наемниками? Что у нас тут за засада такая? И сбежать. Куда мне сбежать? Тут других переходов нет. Нормально наемники переоделись. Блять, и почему они на меня идут? И вообще, чего наемники на меня нападают? Что у вас тут происходит?
Так, пацаны, можно мне как-то аккуратненько сбежать? Ух ты, блядь. Суки меткие. Граната. Пиздец. Поговорить с Тесаком. Наконец-то я это прошел. Я не знаю, у меня попыток, наверное, 10-20 было. Еле прошел. Ух. Тут трудность была в том, что их не видно из-за этих зарослей. Тут куча кустов, куча деревьев. Зато они меня видят через кусты и гранатами забрасывают отлично. Что у нас по этому заданию? Ага. А это Тесак, возможно, меня заказал. Надо полутать этих пацанов. Может, у них есть какие-то доказательства. Ух, ну еле выжил. Бился тут тигром минут 20, наверное. Так, ну все, у этих наемников я ничего не обнаружил, ни ПДА, ни флешек, ничего. Так что двигаемся к Тесаку. Сейчас поспрашиваем с него, что это было. Так, все, вроде бы как выбрались из этого каньона. Теперь надо тут пройти по-быстренькому. Сначала зайду на нашу базу. Что-то тут как-то FPS проседает. Сначала зайду на нашу базу, починимся, распродадимся и будем двигать к этому Тесаку. Так, вот мы и вернулись. Так, чиниться пока не будем. Я вот думаю пойти посмотреть, какие есть экзоскелеты, угороты, прикупить. А то, что меня вот это дамажит так сильно, мне очень не нравится. Так, вот экзоскелет наемников неплохой. Ну, на монолитовский нам немного не хватает. Свободы, долго, просто экзоскелет. Так, мне надо распродать на 12 тысяч, чтобы приобрести экзоскелет монолита. Ну что, знаменательный момент. Покупаем. Мы сразу же на перевесе. А вот теперь... Вот ё-моё, в нем бегать нельзя. Блин, я надеюсь, его можно хоть как-то прокачать. Хоть у нас и денег-то немного. Так, все, починился. Теперь бежим говорить с Тесаком по поводу этого заказа на нас. Так, сейчас посмотрим, что нас там ожидает. О, этот все-таки продолжает Так точно. лексить. Опа. А винт-то может прокачивать все это. Ого-го. Так, надо будет к нему зайти как-нибудь. Экзоскелет монолита хочу купить. И прокачать на бег. Ну что, Тесак? Воланд, ты по какому вопросу ко мне забрел? Тесак, на меня напал отряд наемников в каньоне. Хотел узнать, что ты скажешь по этому поводу. Быть не может, Воланд. Мои люди всегда под моим контролем. Если уж какая шайка и взялась за тебя, то это отбросы шакала. Да, я более чем уверен, что это его люди на тебя напали. Эта крыса работает на сектантов, и база у них где-то на старом военном комплексе в окрестностях поселка Залесье. Зуб даю, его рук дело. Они работают на сектантов? Еще как. Сектанты те еще бизнесмены, мать их. Вот и шакалу перепадает с некоторых заказов. Ну вот почему они на тебя охоту открыли. Ё-моё, неужто ты так сильно насолил этим фанатикам? Момент есть. Понял тебя, спасибо за информацию. Да, Тесак здесь не причастен. Ну и на этой ноте мы будем с вами прощаться. Такая душная получилась перестрелка в этом каньоне с наемниками. Еле смог пройти. Ну а так довольно все-таки интересно получается. Очень много развития сюжета может быть. Ну а пока подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.